Всем привет! Привет! Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Из города на дачу». Те, кто присоединился к нам недавно, скажу, что нас зовут Рома и Вика. Мы восстанавливаем старенькую дачу, и сегодня вас ждет очередное насыщенное переделками, ремонтами видео. Так что присоединяйтесь, и всем приятного просмотра. Здесь у нас находится такой старенький уличный туалет. Сегодня будем заниматься такой не очень приятной работой и впервые будем откачивать нашу сливную яму. Вернее, впервые будем мы откачивать. Уже приезжала какая-то служба по очистке, они это делали. Но сегодня мы будем стараться, потому что мы приобрели такой специальный насос. Ну и будем делать это. Не знаем как, но думаю, получится. Ну а я же наконец-то вдохновилась творческими картинками из Pinterest и наконец-то нашла подходящие идеи, как обновить и дать вторую жизнь вот этому цветочному глиняному горшку. Видите, здесь немало трещин. Вот. И я вам скажу, что он держится на вот этой вот липкой тряпчаной ленте. Она его держит, и нам нужно будет его стянуть, чем-то смазать, укрепить, вот, и уже дальше будем его как-то декорировать и пересадим вот эти красивые цветочки. Но основным ремонтным объектом у нас сегодня будет это, конечно же, коридор. Возможно, вы скажете, ну что мы там еще не сделали? А не сделали мы там пол. Он у нас деревянный, мы его когда-то уже ремонтировали, заменили пару досок, ну и постелили сверху линолеум. И, кстати, когда вышло это видео, мы получили немало критики и от наших зрителей. Вполне справедливо, хорошее замечание, потому что многие советовали его полностью заменить. Доски абсолютно негожи, это видно невооруженным глазом. Ну и, в принципе, мы с вами согласны, мы этим и займемся. Да. Мы сделаем его бетонным, потом выровняем наливным полом, да? Да, даже, кстати, по вашим советам. Да. Но надеемся, что все у нас получится. Поехали. Так, снимаем линолеум. О, еще, кстати, да, мы прокладывали утеплитель. Да, такой, как она, фольгированный, да? Утеплитель. Да. И вот оно. Какие-то куски фанеры, разные доски, а вот эта штука вообще уже прогнила. Надо все заменить, да, Ром? И каждый раз оно все хуже и хуже, все мягче и мягче. Ну и вот как здесь все было до того, как мы вообще начали что-то делать. Так, сейчас разровняю всю эту поверхность. Чтобы площадь была ровная, не было никаких бугров. Теперь покажу вам свой утрамбовщик. Это стул, наверное, весит такой килограмм 15 с железной трубы. Ох. С помощью него я подровняю всю поверхность, чтобы она была ровная и утрамбованная. Бенька ко мне пришел. Да? Будешь помогать мне? Теперь, когда площадь более-менее утрамбована и выровнена, нам нужно определиться с высотой, по какую мы будем бетонировать. Для этого взял такой лазерный уровень. Он нам уже не раз помогал. Так, и посмотрим, покуда мы будем бетонировать. Это верхний уровень, вы на него не смотрите, нам нужно другой, нижний. Вот. По вот этот нижний мы будем бетонировать. Там где-то сантиметра 3, здесь может быть больше, 4-5. Ну, думаю, это будет хороший слой для бетона. Кстати, у нас там щебенки еще, ну, думаю, хватит и песка, и цемента, наверное, мешков 4. Думаю, хватит на такую небольшую площадь. Чтобы было легче бетонировать по уровню, вот я выставил по углам и посередине такие кирпичи. И тогда будем заливать и так раз и выравнивать. Вот по этому как раз уровню. И так будем идти постепенно с одного угла в другой. И чтобы бетон при высыхании не лопался, я вот разбросал по всему периметру разные такие железячки. А также вот подготовил сетку. Оп. Тоже
по разным сторонам ее положу, чтобы все было очень надежно у нас. Хоть где-то будет сделано хорошо. Так, здесь положу. И вот тут. Тут в погребе у нас стоит бетономешалка. Теперь главное ее выехать отсюда. Опа. Давай, давай. Есть. Завозить было легче. Как я ее завозил? Так, все. Отдохнула месяцок. Пора и поработать. О, что-то там завалил, что-то там. Полочку какой-то. Сейчас немножко перемешается на сухое, потом добавлю воды и щебня. Чтобы цементный раствор лучше ложился, я немного вот эту пыль прибью водой. А то раствор слишком быстро высохнет и плохо затвердеет. Так, немножко пролью, тогда ему будет легче схватываться. Ох, тяжелый. Одной рукой точно не удержу. Так, нужно что-нибудь под него подставить. В общем, Рома работает. Я снимаю эксклюзивные кадры. И по итогу получаю вот это. Ножки у меня появились, да? Как и у меня, да. Ну что ж, работа... Нет, красота требует жертвы. Вот. Сегодня потерпим, а потом будет красивый коридор. Так, кто тут? Беня, ты еще сюда. Ну выходи. Выходи. Ты или тут... Или туда, или сюда. Вроде хочет. Что-то боится. Думаю, что-то новое у нас тут. Не поймет, что вы тут делаете Да. с нашим коридором. И во всей нашей работе нам помогают помощники, лапушники. Чьи это ноги? Это, наверное, Беня? Бегал, Это да? Бедя скакал, да. Да, немножко помощнее лапы. А это Веснушка. Гляньте, прям по-свежему. И у нас только Персик и Тома ходят с самого начала по вот этой вот, по этому мостику, да. Да, да, какие они молодцы. Умные. Ну что, вот такая бетонная стяжка у нас получилась. Мы дали ей достаточно времени, чтобы она хорошо схватилась и подсохла. А теперь будем переходить к выравниванию нашего пола. Но прежде нужно его обеспылить и хорошенько прогрунтовать. Да. Так, сначала несу пылесос и Да. убираем весь мусор.
вот такой наливной пол мы приобрели. Мы будем использовать наливной пол универсальный Витанит FAST 4000. Грунтовка у нас тоже от Витанит, но я беру грунтовку и иду грунтовать пол. Кстати, мы взяли канистру объемом 10 литров, и приблизительно этого объема должно хватить на 100 квадратных метров. У нас же дом 72 квадратных метра, так что если бы мы заливали весь пол в нашем доме, нам бы этой канистры вполне хватило. Грунтовка Витанит Prime Optimus универсальная, отлично подходит для всех основных отделочных работ. Глубоко проникает в поверхность, обеспыливает и укрепляет ее. Так, дали грунтовке хорошо высохнуть, и теперь будем наводить смесь для выравнивания. Как мы ранее уже сказали, мы будем использовать Витанит FAST 4000, это быстро твердеющий наливной пол, и наводить мы будем с помощью дрели и специальной миксерной насадки. В технологии приготовления говорится, что на один мешок смеси на 20 килограмм нам нужно 5,2-5,4 литра воды. Мы берем по максимуму 5,4, потому что мы новички в этом деле. И чтобы пол быстро не затвердевал, берем максимум воды. Так, я вооружилась и готова. Молодец. Так, сейчас будем наводить уже наливной пол, будем его замешивать, а Вика будет его выравнивать с помощью такой гладилки. Да? Да, так и называется, гладилка. Гладилка прямая, и еще есть такой игольчатый шпатель. Или зубчатый его еще называют. Работать будем быстро, потому что уже через 30 минут наливной пол начнет затвердевать. Так что успеем, заснимем и покажем. Да. Наливной пол 3 в 1 Витанит FAST 4000 применяется как в сухих, так и во влажных помещениях. Отлично подходит под укладку ламината, плитки, линолеума, ковролина. Также применим для системы теплый пол с электроподогревом. Так, Викулечка, намесил. Выливаю. Первый пошел. Говорят, первый блин комом. Нет, у нас будет первый блин. Все хорошо. О, Лень, как сметанка такая. Ух ты. Супер. Ой, так может быть я не буду его шпателем? Смотри, как он хорошо разогревается. Ну, сейчас посмотрим, да. Супер. Я ничего трогать не буду, все идеально. Вот растекается, все ровненько, замечательно. Но, кстати, можете заметить, что появились чуть-чуть серо-черные разводы. Это ничего страшного, в принципе, но это наша ошибка, потому что воды мы добавили больше. Если мы сейчас будем добавлять меньше воды, этих пятен, их не будет. Такой наливной пол обладает оптимальным расходом, высокой растекаемостью и удобен в работе. В этом мы уже убедились. А в зависимости от типа напольного покрытия и толщины слоя, его укладка возможна от 1 дня. Для ускорения растекания материала я пользуюсь своими помощниками: стальным гладким шпателем, а также игольчатым валиком. Прокатываю им для необходимости доравнивания. И, кстати, ходить по залитому полу можно уже через 4 часа. Посмотрите, как классно, ой, ровно растекается все и ложится. Ну вообще супер. Я даже боюсь притрагиваться. Вот оно какое. Это еще пока в жидком состоянии, а потом оно застынет и не будет таким глянцевым. Тома! Нельзя! Ну что, посмотрите, какая красота у нас получается. Практически пол выравнивается сам. Ну, конечно, мы немножко сейчас валиком разгоним здесь. Ну, это вообще какое-то чудо. И у нас в итоге, Рома, ровный пол. Ура!
Персик. Помощник. Пойдем, Персик, иди сюда. Персик, Персик, иди, не бойся. Вот умничка. Так, сейчас доску сюда подвигаем. Все. Ну и по технологии нам нужно сейчас убрать все сквозняки, чтобы пол мог хорошо застыть. Поэтому сейчас убираю все лишнее, закрываю дверь и оставляю всю эту красоту на 4 часа. Ну что, пол высох, твердый, идеально ровный. Я вообще в шоке, у нас все получилось с первого раза. Это просто какой-то восторг. Ну и как вы заметили, работать с материалом было просто, понятно. А в итоге мы получили стяжку, финиш и вот такой вот идеально ровный пол. Ну как вам результат? Уже можете сейчас написать в своих комментариях. И, кстати, ссылочки на товары Витонит я оставлю для вас в описании под этим видео. Красота! Ну и, конечно же, когда все работы выполнены, нужно обязательно насладиться очень вкусным и сытным ужином, а также насладиться последними теплыми осенними деньками. Ну, даже если у кого-то уже похолодало, ничего страшного, наступило прекраснейшее осеннее время для шашлыков и встречи с друзьями на даче, дома или, может, в других доступных для этого местах. Ну а теперь мы переходим к самой интересной части нашего видео и будем откачивать воду из нашего уличного туалета. По совместительству выгребная или сливная яма, кто как называет. Почему мы решили показать этот процесс вообще, да, хоть и не очень приятен, потому что я знаю, что для многих дачников, для тех, кто живет в своем доме, такая информация, она будет полезная и нужная. Потому что вот сколько мы смотрим деревенских блогеров, никто не показывал, что есть такие насосы. И вот когда мы выкачивали, очищали эту яму, нам приходилось вызывать осенизатор, да? Да. А так бы мы не вызывали, мы уже купили насос и спокойненько вжили себе с ним. Так, ну отходы, как видим, не сильно густые, поэтому, я думаю, не придется разбавлять это водой. А вообще у нас вот такой туалет. Конечно, он требует ремонта или вообще переделки. Очень интересно, что здесь есть две дырки. Мы не знаем, для чего это. Ну, наверное, чтобы с товарищем посидеть и поговорить по душам в нужное время. Чтобы не скучно, не страшно было. Да, особенно не страшно. Так, вот такой у нас фекальный насос. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Ну, такой довольно тяжелый. Кстати, тут сказано, что у него чугунный и корпус, и крыльчатка. Ну, поэтому так и весит много. Такой довольно длинный провод. Я не знаю, наверное, метров 5, а может и больше. Ух. Ну, в общем, нам этого точно хватит. И хорошо, что здесь есть поплавок. И когда воды будет мало, он опустится вниз. И тогда перестанет работать и не сгорит. Такая автоматика своего рода. И показано, что высота подъема воды 7,5 метров, а производительность 150 литров в минуту. Ну, я думаю, это очень хорошо и как раз нам подойдет. Здесь есть ножки или вот такая петелька. Но я не знаю, как мы будем вешать. Подвешивать или ставить? Скорее всего, что подвесим. Лучше подвесим, а то вдруг там, да, что-то есть, какая-то муляка, и он упадет. не потянет. А так уже наверняка. Да, а так уже точно. Выберем, какую нам нужно высоту, и это и сделаем. Ну, пойдем вешать. Пойдем. А, надо же еще шланг принести. Я сейчас несу этот шланг, и знаешь, что я понял? Что я прогадал с его диаметром. Я взял 2-дюймовый, Да ты шо? а тут выходное отверстие 1,25. Ух ты. Представляешь? А что делать? А я что-то думал, что 2.
Или я глянул на какую-то другую модель, может быть. Может, заработался. Так, Не подойдет, не? да, подойдет. Я вот так вот его вставлю и прижму. А я Да. принесу тебе скотч, и мы это все дело замотаем. Весь мир на скотче держится, а тем более А наша то. шланга и насос. Я думаю, все нормально будет, да? Хорошенько замотаем, Мгм. а потом поместим туда-обратно. Так, пошла за скотчем. Так, а сколько у нас метров этого шланга? Шланга у нас 50 метров, так что я Ого. думаю, хватит и на поле, и по полю разбрызгать. Вот на следующий год урожай будет. Ой, я аж боюсь себе представить. Давай сюда вот Так. протянем. Подавай мне. Тяжелый, да? Опа! Так, Сюда осторожно. его просовывай. Ага. Так, Так, давай немного ставим здесь, чтобы было. Вот, и еще чуть-чуть. И еще. Всё? О, все. все, хватит. Так, иду к тебе. Теперь я его раскручиваю по всему огороду нашему. Так, все. Погружаем. Погружаем. Давай. Агрегат. Аккуратненько. Понеслась. Запускай. Запускай. Как кабану. Запускаем По огороду. ракету. Включай. В огород. Опа, опа, опа. О, хорошо, Лень. Лень, как набрала быстро. А ну идем смотреть на конец шланга, чтоб нигде не сорвало и не перегнулось. Вот оно идет, а персик следит. И Тома Так, там наполняется шланга. Уже вот здесь. А мы с Викой бегом, чтоб нигде не перегнулось и не сорвало там. сзади. Фитнес. Так, ну сейчас посмотрим. Так, Какой отходи вообще напор подальше. будет? Ой, я уйду в сторону, а то сейчас вдруг такой фонтан. Да, ну видишь, оно наполняется. Вначале полная шланга. Альфа, тебе Смотри, интересно? какая толстая. И сейчас будем поливать. Ой, Рома. Так, не перегнулась? Так, понеслась. Ой. О, ну напор хороший, глянь какой. Даже с такой толстой шланги 2-дюймовой, да? Да. Ну так и будем. Наверное, вот так буду двигать в стороны и назад. Так, хорошо качает, смотри. Глянь, какой хороший напор, да? О, я думаю, это быстро откачает нашу яму. Ух, глянь, еще сильнее. Ну как тебе, Ром, насос? Ну, это очень, думаю, очень нужная штука в своем доме особенно. Да? Да. Мы вызывали один раз, да, этот, как он, осенизатор, Да. 2000 с чем-то отдали. А его хватает на 3 месяца, на, может быть, той ямы. Получается, нам нужно по сколько? По 10 тысяч в год, только на чтобы откачивать воду. А здесь вот такая штука. Класс. Да. Ну почему другие блогеры не показывали? Стеснялись, наверное. Может, и показывали, но не все хотели смотреть. Не ходи туда, Веснушка. Воняет, да? Веснушка с персиком вообще любят, когда качает вода. Но это что-то не то, да? Так, ну и по идее там должен, получается, уровень воды упадет, поплавок опустится и насос должен отключиться сам. Да.
Ну вот и посмотрим. Угу. Пойду гляну, сколько там воды. Давай. Так, все, напор падает. Вот по трубе видно, как она сдувается понемногу. Ну и все. Насос работает очень тихо. Я подошел, вообще практически ничего не слышу. Я думал, может он вообще выключился. Но нет, работает и работает хорошо. Ну, на низу осталось, наверное, сантиметров, не знаю, 15-20, потому что поплавок уже сработал и дальше не откачивает. Ну сколько мы покачали? Наверное, минут 10, может даже меньше, да? О. В общем, что скажем, такая штука нам очень понравилась. Насос фекальный, он же дренажный. Так, немножко мы теперь его промоем, конечно, чтобы он не вонял нам. Так, и будем пользоваться раз в несколько месяцев, откачивать воду из сливной ямы. Ну, говорят, что его, кстати, тоже можно и оставлять в яме. Но мы не захотели, да, зачем он там будет висеть, ржаветь и так далее. Мы сейчас его хорошенько промоем, будет как новый. И думаю, может быть, еще зимой будем откачивать воду из нашего погреба, потому что он тоже у нас мокрый. И после пожара там поверхность у нас теперь неровная, и воды много просачивается. Тоже туда будем бросать в ямку, такую там у нас специальная ямка, и выкачивать воду. Все-таки не ведрами. Все, насос помыли. Шлангу тоже промыли изнутри. Так что сейчас скручу ее. И, наверное, пойдем и сами еще покупаемся. Что вдруг тоже от нас не было такого. Ой. Точно пойдем купаться Теперь точно пойдем, да. и стираться. Так, я так хорошенько смотаю. В прошлом видео Викочка показывала, как собирала урожай подсолнуха. Семечки уже подсыхают, скоро будем жарить и расскажем, вкусные они получились у нас или нет. Ну, а моя задача сегодня собрать, или как убрать вот это бадыля, стволы с подсолнуха. Для этого срезаю вот эти веревки, на которые подсолнух подвязан. Чик. И выдергиваю их. Опа! Некоторые стволы получились такие очень толстые, даже толще держака с-под лопаты, наверное, в 1,5 раза. Поэтому так вручную не получается выдернуть, нужно немного подкапывать. Ну, корни, смотрите, не такие уж и глубокие. Да, получается вот такой размер, наверное, глубиной сантиметров 10-15. Ну, и тоже в диаметре, может быть, сантиметров 30. Я думал, они поглубже заходят. Все это на тачку погружу и вывезу на спал. Когда посохнет, конечно, тогда и будем полить. Теперь самое главное поместиться в калитку. Пройдет, пройдет. Давай. Есть. Проехали. Сейчас пришли с Викой на ставок, на тот, который в том году мы ходили. В том году я даже здесь купался, а сейчас осталась маленькая лужа. Смотрите, вон. Вика там в том году уже, где она сейчас стоит, стояла уже в воде. Я тут ножки полоскала. Я сейчас хотел скупаться, а там муляки по колено. Я встал, а там чуть не засосало меня. Только ноги грязные остались. Вот. Но в этом году мы зато взяли с собой собак.
Вот Альфа, Жужа. Да, они очень рады. Что-то новенькое, да? Новый поход у вас был. Вот, словил красноперку, смотрите. Такие розовые или красные крылья. Крылышки, да. И лапки тоже у нее красные. Мгм. Так, а ну, лети. Все, полетела. Улетел, но обещал вернуться. Заготовки. Это неотъемлемая часть хозяюшки, которая хочет и любит побаловать свою семью разными вкусностями, особенно когда ингредиенты из своего собственного огорода. Ну, в нашем случае это 50/50. Мы поехали на рынок и купили баклажаны. Я не закрываю все подряд, а готовлю только те заготовки, которые мы будем есть. Лишь бы было, нам такое не подходит. А закрывать я буду баклажаны с аджикой. Мы очень любим эту закуску или салат, кто как называет эту заготовку. И для ее приготовления мне понадобятся баклажаны, перец сладкий и острый, чеснок, зелень. Также можно использовать помидоры, я же готовила и с ними, и без. Баклажаны нарезаю кольцами, пересыпаю солью и оставляю в сторонке на некоторое время, чтобы с них сошла горечь. Остальные же овощи все пропускаю через блендер. Эх, а какой же аромат от этих овощей расходился по всей кухне. Аж слюнки потекли. Когда пропустила все овощи через блендер, добавила соль, сахар, уксус. Подробный рецепт заготовки оставлю у себя в телеграм-канале. В день готовки стояла очень жаркая погода, поэтому, конечно же, жарить баклажаны я буду на улице. Жарить баклажаны процесс долгий. Но для меня это еще одна свободная минутка посидеть, поотвечать на комментарии, а также выпустить какой-нибудь новый пост в телеграм-канал. Свободное время нынче в цене, особенно когда ты живешь в своем доме, а также идут ремонты, переделки, да еще и нужно что-то приготовить на обед и ужин, и еще заготовки, благо хоть хозяйства нет в этом году. Ну и признаюсь вам честно, конечно же, живя в своем доме, хочется завести курочку, уточку, хрюшку, козочку. Поэтому надеюсь, что когда-нибудь, когда ремонтные процессы поубавятся, мы заведем себе хотя бы курочек. Для закуски подготовила пол-литровые баночки. Теперь выкладываю слоями баклажаны и аджику. Баночки ставлю в кастрюлю с водой, накрываю крышками и оставляю стерилизоваться на минут 30-40 с момента закипания. Ну и теперь приберусь на кухне. Ну и после стерилизации закатываю банки крышками, убираю в теплое место, и вот такую аппетитную закусочку мы имеем на зиму.
Вот они, мои заготовочки. Вот это баклажаны, кстати, с добавлением помидоров. По этому же рецепту только добавили помидоры. Это без помидоров. И, кстати, вот еще закрыли по такому же принципу цукини. И буду убирать сейчас... кстати, томат еще закрыли. И буду убирать в погреб все, потому что мы уже по баночке начинаем это все подъедать. Конечно, этих заготовок нам мало. Мы будем еще закрывать томат. Также еще докупим баклажаны. И хочу еще закрыть лечо. Кто это тут спрятался? Персик. Персик. Да ты там? Где ты, котик? Мяу. Ну хорошо, хорошо. Беня, ты заблудился? Ты потерялся, котик? Так, а еще я здесь готовлю. У меня такая кастрюлька. А это я готовлю собачкам. Бывает спрашивают, чем мы их кормим. Ну, основная еда это вот каша и рыбка. И каша, и вот там куриные спинки, что-нибудь такое, вот, обрезки. И потом добавляем еще бывают овощи, либо вот что-то там, что мы себе варим, готовим, супы. Все добавляем, они все кушают. Разбавляем как бы бульонами. Ну, я думаю, я знаю, что многие так тоже кормят собачек, котиков. Кстати, вот эту кашу с рыбкой тоже котики у нас очень хорошо кушают. Вот один котик уже сидит, ждет. Второй грызет корм. Вот, да, и корм мы им покупаем, стараемся брать либо на развес, вот такой мелкий, вот, крупный не очень. Вот, и определенный корм уже понравился им, поэтому мы его берем, а остальное как-то не очень идет им корм. Вот, ну, в общем, вот такая еда для наших животных готовится. Ну, была вот такая еще у нас кастрюлька, но она уже прохудилась, вернее, продырявилась, поэтому взяла вот такую красивую. Она немножко поменьше, но ничего, этого, в принципе, хватает на дня на 2. Так, покажу горшок. Смотрите, он держится тут практически на честном слове, и его нужно... Вот здесь вообще, смотрите, какая дырка. Вот. И я думала его сначала укрепить с помощью вот этой малярной сетки. Но, видите, взяла еще лоскутки старые, кладовки. И, скорее всего, что буду первый слой делать из лоскутков. Вот видите, как здесь тряпочка крепко держит его. Поэтому точно так же хочу укрепить снизу. И так слой за слоем будем его укреплять, чтобы я хотя бы могла его взять и перенести, поставить на другое место. А пока он стоит здесь у меня, и, конечно же, здесь будет неудобно работать, ну, другого выхода нет. Так, Рома пришел мне на помощь, чтобы мы все-таки его перенесли, тут горшок на стол. Так, я сам давай. Давай не вместе, он тут рассыпется. Я подстрахую. Он уже рассыпается, да? Да. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Интересно, удастся нам его спасти или нет? Очень бы хотелось. Да. Пока я просто его не отреставрирую, я не могу даже цветы вынять оттуда. Да. Его не пополивать, ничего не сделать. Ну, одна трещина, вторая. А дырка какая. Он уже весь рассыпается. Ну что ж, что-то попробуем сделать. Да. Мы приготовили вот грунтовку глубокого проникновения. Сейчас все это пройдемся его хорошенько, да, чтобы вот эти остатки хотя бы схватились. Может быть, где-то пропитается, немножко скрепится. Да. А потом уже плиточным клеем тоже со всех сторон пройдемся. О, молочко. Так и хочется выпить. Строительное. Я любитель молока. Поэтому, когда вижу что-то такое белое, мне Твое сразу молочко хочется... в холодильнике стоит. Сразу хочется чарочку налить.
вот такой вот получился у меня раствор. Раствор делали из плиточного клея. Так, и я взяла кисточку. Хочу вначале, первый этап, вначале пройти кисточкой все щели, все трещинки, вот, чтобы их как-то забить и немножко они стянулись. И потом только я уже буду все реставрировать с помощью ткани и малярной сетки. Вот так прошли горшок со всех сторон, как видите, сеткой, да, и плиточным клеем. Сейчас он подсохнет, хорошо схватится, а потом уже вторым слоем или третьим, не знаю, будем выравнивать. У нас поднялся очень сильный ветер, и поэтому цветочный горшок очень быстро подсох. Ветер даже нашу сетку разрывает. Хорошо, что мы подвязали ее в нескольких местах снизу и посередине и сверху. Еле-еле выдерживает этот ветер. И сейчас он выглядит примерно вот так. Много еще неровностей, разных заусенец. Сейчас их нужно будет убрать. Поэтому я взял вот такую наждачку. Также вооружился очками, чтобы в глаза сильно не летело. И нужно сейчас это все зашлифовать красивенько. Красить цветочный горшок мы с Викой все-таки решили в белый цвет. Потом это можно будет исправить или добавить какие-то узоры. Но вначале, чтобы краска хорошо ложилась и на нее не цеплялись вот эти остатки клея, мы еще раз пройдемся грунтовкой, чтобы уже закрепить то, что осталось, то, что сформировалось. Так, у меня здесь эмаль белая. Буду красить, ну, вообще поделюсь. Мне вот после этой переделки, реконструкции понравился вот этот вот цементный серый цвет. Я знаю, что он сейчас даже в моде. Многие делают себе от кухни в таких оттенках. Ну, не знаю, я еще к этому не пришла. Но вот именно горшок в таком оттенке мне очень понравился. Ну, мы уже с Ромой приняли решение, как он сказал. Будем красить белый цвет. Так, ребята, сегодня наблюдаем лунное затмение. Уже где-то, наверное, на третью часть. Делаю на ускоренную съемку и покажем эту красоту. Не часто такое видишь у нас.